Всем привет! Это проект «Чистые пряности». Сегодня речь пойдет об очень ароматной пряности корица. Каждая пряность обладает ключевыми характеристиками, отвечающими за ее вкус и аромат. В корице это эфирные масла, отвечающие за ее пряный запах, терпкий и одновременно сладкий вкус. Чем больше содержание эфирных масел, тем более ароматная корица. Что же такое корица? Ее получают из коры дерева. Все деревья этого вида объединены названием циннамомум. Эти деревья могут расти на Мадагаскаре, Сейшелах, в Индонезии, Вьетнаме и Китае. Очень важно понимать, что не вся кора должна использоваться для производства корицы, а только конкретно ее часть. Так, верхняя часть коры непригодна для употребления в пищу. Ее счищают, потому что она не содержит эфирного масла, но содержит пыль, грязь, плесень и личинки насекомых. Внутренняя часть дерева – это древесина. Древесина не содержит эфирных масел и не используется в пищу. Мы проанализировали поставки кориц из стран произрастания и увидели, что европейские и американские производители специй и кондитерских изделий в основном покупают индонезийскую корицу. Поэтому мы отправились в Индонезию, чтобы там на месте исследовать, чем отличается качественная корица от некачественной, и для себя найти надежного поставщика. В первую очередь мы отправились на фермы, где выращивают и собирают корицу. Как оказалось, деревья корицы в большинстве своем произрастают в лесах, или фермеры выращивают их на своих участках. В зависимости от возраста дерева кора становится толще, и в ней больше эфирных масел. Поэтому очень ценны деревья в возрасте от 20 до 35 лет. В их коре содержится от 2,5 до 4% эфирного масла. Но также используются молодые деревья в возрасте от 5 до 10 лет. С их стволов срезают тонкую кору и используют ее для палочек корицы. Эта кора при сушке легко сворачивается в трубочки, но она содержит не более 1% эфирного масла. Для того, чтобы снять кору с дерева, его полностью срезают. Потом специальным ножом фермер снимает кору со ствола, там где она самая толстая и самая ценная. Именно кора со ствола содержит максимум эфирных масел, и ее очень легко очистить от верхнего грязного слоя. Затем фермер срезает кору с толстых веток. Здесь кора более тонкая и рвется во время очистки, поэтому ее используют не очищенной от внешнего слоя. Также фермер срезает все мелкие веточки, которые идут в переработку вместе с внешним слоем и внутренней древесиной. Такие ветки используют как дешевое сырье для помола. Принеся кору домой, фермер старательно очищает кору от внешнего слоя и потом раскладывает ее у себя во дворе. Чем кора лучше очищена, тем он дороже сможет продать ее переработчику. Но и кору, которую не смог очистить, фермер продаст, но уже дешевле. Сушится кора несколько дней. Если на улице солнечная погода, то достаточно 2 дней, чтобы она высохла. При высыхании кора сворачивается в трубочку. В это время на кору падает пыль, грязь, насекомые, по двору ходят домашние животные, куры. Если во время сушки идет дождь, фермер может не успеть спрятать корицу от дождя, и внутри трубочек может появиться плесень, насекомые могут отложить свои личинки. Поэтому очень важны последующие процессы очистки коры. Далее фермер кору продает переработчику, и переработчик привозит ее к себе на завод, и начинается процесс сортировки. Кора сортируется на ту, которая будет использоваться в виде палочек корицы, и на корицу, которая пойдет на помол. Корица для палочек тоже сортируется по видам очистки. Есть кора, которая очищена хорошо, и есть кора, которая содержит внешний слой, который невозможно было очистить. Для палочек корицы, как я уже говорил, используется кора молодых деревьев с меньшим содержанием эфирных масел. Наивысший сорт палочек корицы – это сорт Vera AA Special Quality. Это палочки диаметром от 6 до 8 мм, тщательно очищенные от внешнего слоя. Кору для палочек моют следующим образом. Сначала замачивают в ваннах, для того, чтобы она раскрылась. После этого ее тщательно чистят от грязи и мусора. Потом кору сушат на бетонной поверхности, и она опять скручивается в трубочки. Эту кору режут на палочки длиной 80 см. Такую палочку продают в страны, где ее кладут в чашку с кофе, глинтвейн и другие напитки. Для помола должны использовать более толстую кору со ствола дерева. Ее сортируют по цвету. Кора более взрослых деревьев имеет красно-коричневый оттенок, и она содержит максимальное количество эфирных масел. Еще корицу для помола сортируют в зависимости от того, насколько тщательно очищена она от верхнего слоя. В основном кора со ствола дерева хорошо очищена, а кора с веток не очищена вовсе и содержит большое количество различного мусора. Поэтому ее очищают с помощью специального оборудования. Затем кору дробят и снова чистят от пыли, песка и металлопримесей. Как оказывается, очистки не выбрасываются, а идут в помол для удешевления готового продукта. Корица дробленная бывает двух видов – KBC и KBBC. KBC – это тщательно очищенная корица категории A, в которой много эфирных масел.
KBBC – это корица света, которая не очищена от верхнего слоя. Содержание эфирных масел такой корицы значительно ниже, чем в KBC. В некоторых случаях поставщик вообще не дает гарантии содержания в ней эфирных масел. Увидев и узнав все это, мы приняли для себя за правило, что будем закупать корицу дробленую сорта KABC, очищенную от верхнего слоя и с содержанием эфирных масел от 2,5 до 3,2%. Мы намеренно отказались от покупки молотой корицы, потому что в нее могут добавить и дробленые ветки, и отходы после очистки. А теперь несколько способов, как проверить качество корицы. Для эксперимента мы купили корицу на полках супермаркета. Чтобы увидеть разницу и оценить качество, необходимо высыпать образцы из упаковки и придавить их листом бумаги. Разницу видно сразу. Качественная корица имеет коричневый цвет с красноватым оттенком. Чем ярче цвет и теплее оттенок, тем более качественная кора использовалась для помола. Тем больше в корице вкуса и аромата. Чем бледнее цвет и холоднее оттенок, тем больше использовалось неочищенных веток и отходов после очистки. Теперь понюхаем и попробуем наши образцы. Качественная корица имеет приятный сладковатый жгучий привкус. Вкус некачественной корицы пыльный, невыраженный, она хрустит на зубах, что говорит о том, что использовалась корица не очищенная от пыли, песка и другого мусора. Иногда, когда вы допиваете чашечку кофе с корицей, на дне образуется желеобразная слизь. И вы не понимаете, что же это. Качественная корица содержит в коре крахмал и слизистые клетки, поэтому при заваривании она образует желейный осадок. Давайте проведем простой тест, который вы сможете повторить у себя дома. Берем горячую воду 60-70 градусов Цельсия, наливаем в стаканы и высыпаем 1 столовую ложку корицы разных производителей. И хорошо размешаем. Даем корице постоять пару часов. Теперь давайте обратим внимание на результаты. В нашем образце мы видим, что корица полностью осела, при этом на поверхности ничего не плавает. В остальных образцах мы видим, что образовалось 3 слоя. Верхний – это мусор и древесина, которая плавает на поверхности. Средний – это вода. И нижний слой – корица и все, что выпало в осадок. Затем сливаем воду, аккуратно, чтобы остаток остался в стакане. После того, как мы слили воду, мы видим, насколько набухла корица в каждом образце. Выливаем корицу на тарелку. Давайте сначала рассмотрим наш образец. Он имеет однородную структуру, теплый коричневый цвет, без темных включений. Корица в остальных образцах напоминает сгустки грязи темно-коричневого или серого цвета с большим количеством черных вкраплений. Это пыль, песок и частицы неочищенного внешнего слоя коры. Я поделился с вами информацией, которую мы долго сами собирали по крупицам. Надеюсь, теперь вы точно знаете, на что надо обратить внимание при выборе корицы. А сейчас отправляйтесь на кухню и убедитесь, что корица, которую вы используете, соответствующего качества.